Здравствуйте, друзья! Необычные новогодние традиции. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Новый год – один из самых любимых праздников не только в России, но и в других странах мира. И если для нас основными новогодними традициями является елка, запах мандаринов, салат оливье, шампанское и загадывание желаний под бой курантов, то жители других стран совершают перед Новым годом и во время его наступления определенные поступки, сулящие разные блага. Так что же делают в разных странах для привлечения здоровья, удачи, счастья, любви и материальных ценностей? Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых необычных новогодних традиций мира. Новогодние традиции Италии. Общеизвестно, что на Новый год в Италии принято выбрасывать из дома все ненужное, будь то одежда, мебель или даже сантехника. Однако это просто красивая легенда для привлечения туристов. А новогодние традиции в стране совсем другие. Поскольку жители этой прекрасной страны обожают не только самого Санту, Боббо Натале, но и фасоны его облачения, то в новогоднюю ночь все население Италии, и женщины, и мужчины, и дети одевают что-то красное, даже если это и нижнее белье. Поэтому, встречая Новый год где-нибудь на улицах Милана, Флоренции или Рима, не стоит удивляться, если увидите полицейского в красных носках. Наоборот, эта встреча предвещает удачу. Еще одной традицией Италии является съедание изюма, засохшего прямо на гроздьях. Поскольку ягоды винограда напоминают монеты, считается, что съевший большое их количество в наступающем году заработает больше денег. Новогодние традиции Аргентины. Мечтой каждого офисного сотрудника, впрочем, как и любителя сбора макулатуры, является встреча Нового года в Аргентине. Уже в середине дня центры аргентинских городов устелены ровным слоем ненужной бумаги, иногда даже целыми кипами бумаг. Согласно местной традиции, нужно выбрасывать из окна ненужные журналы, газеты и другие бумаги. К тому же, это прекрасный способ для снятия стресса. Сам же Новый год жители Аргентины встречают, как и большинство из нас, в кругу семьи. За праздничным столом часто присутствуют близкие друзья. И тоже открывают шампанское в 12 часов ночи. Молодые люди после наступления Нового года обычно продолжают веселье в разнообразных клубах. А вот подарками аргентинцы обмениваются только в Рождество. Традиции дарить подарки в новогоднюю ночь у них нет. Новогодние традиции Эстонии. Одной из самых жарких является встреча Нового года в Эстонии, поскольку принято проводить этот праздник в сауне. Чтобы в Новый год войти чистым и здоровым, необходимо даже бой курантов слушать в этом заведении. Впрочем, не все, конечно, придерживаются данной традиции, поскольку тогда не было бы на улицах страны толп веселых ее жителей, и не ходили бы они в новогоднюю ночь друг к другу в гости. Впрочем, подобное мероприятие принято повторять еще и в день летнего солнцестояния. Эстонцы верят, что счастье им принесет трубочист в высоком цилиндре, держащий в руках орудие своего труда. По этой самой причине детям часто дарят игрушечных трубочистов, перемазанных сажей. Новогодние традиции Шотландии. Находясь на улицах Шотландии в новогоднюю ночь, нужно быть очень осторожным, поскольку это единственная ночь в году, когда по украшенным новогодним улицам страны катят подожженные бочки с дегтем, символизирующие уходящий год. А в шотландской деревушке Стоунхевен принято ходить по улицам, размахивая над головой огромными огненными шарами, символизирующими солнце, которое очищает наступающий год. Но есть в Шотландии еще одна интересная новогодняя традиция. Перед наступлением Нового года члены всей семьи садятся около зажженного камина, а с первым боем курантов глава семьи должен открыть входную дверь, причем молча. Такой ритуал призван проводить Старый год и впустить Новый год в свое жилище. Шотландцы верят, что войдет ли в дом удача или неудача, зависит от того, кто в Новом году первым переступит их порог. Новогодние традиции Испании.
Накануне Нового года в полночь в Испании существует традиция быстро съесть 12 виноградин, причем каждая виноградинка поглощается с каждым новым ударом курантов. При этом каждая из виноградинок должна принести удачу в каждом месяце наступающего года. Жители страны собираются на площадях Барселоны и Мадрида, чтобы успеть съесть виноградины и выпить кавы. Традиция съедать виноград уже более 100 лет. Первый раз это была реакция населения на переурожай винограда. Новогодние традиции Панамы. Очень необычная новогодняя традиция есть в Панаме. Здесь принято сжигать чучела политиков, спортсменов и других известных людей. Однако зла жители Панамы никому не желают. Например, они могут сжечь чучело олимпийского чемпиона сборной страны по бегу или самого Фиделя Кастро. Все эти чучела называются одним словом – «мунеко» и символизируют все неприятности уходящего года. А поскольку если чучела нет, то нет и проблем в наступающем году. Причем чучело должна сжечь каждая семья. Видимо, с этим связана еще одна панамская традиция. В полночь на улицах панамских городов начинают звонить колокола всех пожарных вышек. Кроме того, сигналят клаксоны автомобилей, все кричат. Подобный шум призван угрожать наступающему году. Новогодние традиции Дании. Есть в Дании традиция при встрече Нового года вставать на стул и прыгать с него. Считается, что этим действием жители впрыгивают в январь наступающего года, отгоняя злых духов. Кроме того, это принесет удачу. В то же время датчане следуют еще одной новогодней традиции. Бросают в двери друзей и соседей разбитую посуду. Причем это никого не раздражает, а наоборот очень радует. Ведь та семья на пороге, которая окажется больше всего разбитых тарелок, чашек и стаканов, будет самой удачной в наступающем году. Также это означает, что семья имеет больше всех друзей. Новогодние традиции Перу. Для перуанских молодых людей новогодняя ночь является довольно опасным временем. Все дело в необычной новогодней традиции этой страны. Ночью девушки в Перу берут в руки ивовые прутики и отправляются гулять по кварталам своего города. И ее женихом должен стать тот молодой человек, которому будет предложено взяться за прутик. Поэтому иногда на улицах можно встретить странные пары – девушка с прутиком и парень с чемоданом. Поскольку, согласно другой перуанской традиции, тот, кто в новогоднюю ночь обойдет весь свой квартал с чемоданом, отправится в желаемое путешествие в наступившем году. Новогодние традиции Греции. Новогоднюю ночь жители Греции проводят практически так же, как и мы. Ходят в гости друг к другу с подарками. Однако есть некоторая особенность. Помимо подарков, они несут хозяевам камень, причем чем больше, тем лучше. Нам это покажется странным, но в Греции считается, что чем тяжелее камень, тем более тяжелым будет кошелек у одариваемых в наступающем году. По другой греческой традиции, старший член семьи должен разбить во дворе своего дома плод граната. Если гранатовые зернышки рассыпались по двору, то его семью в наступающем году ожидает счастливая жизнь. Новогодние традиции Японии. Встречая Новый год в Японии, учтите, что ночью звонят колокола, причем 108 раз. Удары колокола обозначают один из 6 человеческих пороков – легкомыслие, глупость, жадность, злость, зависть и нерешительность. Но почему же ударов 108, а не 6? А все дело в том, что японцы считают, что каждый порок человека имеет 18 оттенков. Поэтому ударов 108. По другой японской новогодней традиции принято дарить близким и друзьям открытки с изображениями животного, символа наступающего года. К украшениям своих жилищ жители страны восходящего солнца тоже относятся специфически. Для этого они используют кадомацу, означающее в переводе «сосна у входа». Делают это изделие из бамбука, сосны, вплетают туда рисовые соломинки. Украшают кадомацу папоротником и ветками мандарина.
Ну а дети традиционно получают новогодние подарки. Вот такие новогодние традиции есть в разных странах мира. А может быть, в вашей семье тоже есть какая-нибудь новогодняя традиция? Поделитесь ей в комментариях. Всех с наступающим Новым годом! Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.